Всем привет, мои хорошие! Сегодня хочу с вами поговорить о том, как мы все-таки определяем натуральную базу, когда к нам приходит клиент. То есть нам определить натуральные базы, с которыми пришел клиент волосами, чтобы правильно уже составить колористическую задачу и принять правильное решение для того, чтобы получить цвет, который именно желает клиент. Вот сейчас я буду вам показывать, так как у меня есть много вариантов волос. И я сейчас вам покажу, как мы приблизительно можем, так как вы еще, пока вы только начинающие, не можете определить четко на глаз, какой уровень тона. УГТ он называется, сокращенный уровень глубины тона. И я вам сейчас покажу, как можно это сделать. Вот смотрите, у меня вот есть столько вот много хвостиков. Видите, тут кучка. Вот тут вот уже лежит, видите, эксперимент, который ждет результата. Так что смотрите видео. И вот теперь давайте с вами определимся. Все это волосы у меня живые, это не искусственные волосы, все настоящие от моих клиентов. Конечно, я стараюсь срезать все-таки детские волосы, но иногда у нас попадаются и окрашенные волосы. Да, и поэтому мы сейчас с вами определимся. Видите, сколько тут? Тут даже есть хвостики с мелированными волосами. Вот, сейчас я вам покажу. Вот видите, какие красивые у меня хвостики с мелированными, комбинированными. Может быть, для чего-то сгодятся. И вот смотрите, у нас с вами есть разные оттенки. Конечно же, не бывает такого, чтобы все волосы были одинаковые. Вот я вам показываю, смотрите, видите? У нас идет от более темных светлее. Я не беру волосы темнее, чем вот этот вот уровень, а это мы сейчас определим с вами какой. Почему? Потому что так как мне это для тестов, с более темными волосами сложнее работать. Вот начиная с этого ряда, поэтому я волосы себе оставляю. И вот видите, у меня тут даже есть фон осветления. Сейчас я вам дойду, расскажу. И вот эти два последних, это вообще седые волосы. Вот если вы посмотрите, они совершенно другие по структуре. Видите, седой волос, а это вообще стопроцентно белый седой волос. Я тут даже бумажку себе прикрепила, чтобы не перепутать его с обесцвеченными волосами, то есть с фоном осветления. Это вот все натуральные седые волосы. Это, конечно, вот уже у взрослых, конечно, не у детей. И давайте с вами теперь определяться. Вот к вам пришел клиент, вот такой вот цвет волос. И вы, значит, смотрите и не можете понять, как же нам здесь вычислить, какой же у него УГТ. Потому что и так посмотрели, и сяк, и на свет, и не можете понять. У нас с вами существуют наши колористические карты. Вот они. Мы с вами снимаем съемную палитру. Если она такая есть, если нет, значит вы просто подходите вместе с картой к волосам и начинаете прикладывать, потому что других вариантов пока у вас нет. Для начала будем учиться делать именно так. Вот мы с вами взяли, допустим, натуральный оттенок, да? Здесь, видите, у меня все с нулями в данном случае. Взяли, да, натуральный оттенок и начинаем искать, какой же УГТ содержится в нашем волосе. Но вот смотрите, когда мы с вами прикладываем, вот сейчас я вам показываю, видите, вас смущает то, что здесь другой цвет, но он реально не совпадает, видите, ни с чем. Тогда мы с вами переходим к нашей палитре, у нас здесь много-много цветов, и начинаем приблизительно смотреть, прикладывая, какой цвет у нас здесь совпадет. Сейчас я секунду уберу, чтобы мне не мешалось. И начинаем прикладывать. И выбирать, что же здесь у нас больше совпадает. И мы с вами смотрим. Вот, смотрите. Я подношу, например, к цвету и ищу, что же у меня здесь ближе. И ура! Более-менее я определилась. Вот я вам показываю, видите? То есть вот здесь у меня цвет практически совпал, видите? У меня здесь присутствует красный, красно-коричневый какой-то. И я смотрю, значит, на цифру. У меня цифра 6. Значит, приблизительно у меня с вами, да, даже не приблизительно, а вот смотрите, я даже прикладываю здесь. Цвет у меня
я думаю, что передается. Видите, уровень шестерки. У меня вот в этом моем оттенке присутствует, вот я поближе поднесла, чтобы вы посмотрели, присутствуют все-таки такие красно-медные нюансы. И, соответственно, мне нужно подыскивать с красно-медными нюансами. Давайте я приближу. Видите, практически у нас он совпал. Видите, светлее не получается. Давайте посмотрим здесь с другой кисточкой. Подносим, смотрим. Видите, здесь вот больше красного, а в моей кисточке немного больше все-таки, на мой взгляд, меди. Цвет, вы понимаете, да, камера не очень передает, но можно всегда вот таким вот образом вычислить. Видите, здесь вот получается, если я подношу, то кисточка более светлая, чем волос. А сюда вот она более-менее подходит. Но только тут красная, а вот здесь вот больше меди. И вот здесь вот у меня практически, видите, одно и то же совпало. Значит, у меня все-таки вот в этой пряди УГТ это шестерка. Если я поднесу ближе, конечно, будет более светлый, видите, оттенок не передается. Поэтому вот я показываю, что все-таки это шестерка. Дальше, например, допустим, берем следующую нашу прядку. Она, видите, даже какая-то более натуральная. Видите, вот здесь покрасней. Смотрим, да, видите, похожи по уровню тона, уровню глубины тона они. Но вот это, видите, сразу видно, что больше красного, чем здесь. И здесь какой-то все-таки больше натуральный оттенок. Давайте мы к натуральному еще поднесем разок. Видите, чуть-чуть все-таки больше золотинки. А есть у нас желтый. Сейчас мы с вами возьмем желтый. Давайте посмотрим, как себя проверить. Ну, скажем так, все равно, видите, с золотистым, да, лучше. Видите, вот с золотистым практически подходит. Но все равно здесь какой-то еще присутствует золотисто-медный цвет, видите, в этой кисточке. Ну, в общем-то, уже, короче, лучше. Мы определились, что все-таки это шестерка, потому что если поднести к семерке, семерка вообще ни в какие рамки не лезет, слишком светловато. Мы смотрим на эти два оттенка и понимаем, что все-таки у нас уровень глубины тона один и тот же, видите? Но у нас один цвет более красный. Вот у нас один покраснее, а второй такой более золотистый, более натуральный. Но вы не забывайте, что у нас корни и полотно могут быть действительно разные, могут отличаться. Вот на корнях у нас, например, может быть такой цвет, а по длине вот такой. И нужно будет вам покрасить так, чтобы был ровный оттенок. Ну вот, например, пришла к вам девушка вот с таким цветом. Давайте с вами определим, какой все-таки у нее уровень глубины тона. Да, но так как я говорила, что вот здесь вот есть тоже красные оттенки. Давайте посмотрим, приложим нашу кисточку. И посмотрим, что у нас получается. Сейчас оттемно с этой стороны. Так, давайте вот так. Видите, наши кисточки все-таки ближе к красному цвету, да, идут. Больше подходит к красному. Видите, подходит. Но все-таки это у нас шестерка. И посмотрим все-таки немного с медью. Если он, видите, он не ярко-медный, он все-таки имеет какой-то отлив. Видите, такой вот медный отлив все-таки есть. И все-таки это у нас с вами, как мы говорили, шестерка. Потому что если мы к семерке поднесем, то, видите, семерка совсем светлая для нее. А вот шестерку то, что надо. Поэтому вот это вот у нас с вами уровень шестерки. Так, определились. Вот смотрите дальше. Вот у нас с вами мы проверили первые два. Это уровень шестерки. Смотрите дальше. Цвет. Видите, он совсем немножко светлее. То есть где-то на полтона светлее, чем этот. Да, давайте посмотрим получше. Приложим все наши кисточки. Вот все три. Видите, вот я вот покладываю. Видите, он на полтона у нас с вами отличается. Поэтому давайте попробуем его определить. Опять же берем нашу палитру цветов и начинаем с вами искать. Дальше, видите, он здесь у меня на самом деле в руке золотистый, а прикладываю, когда к палитре, он прям рыженький получается. И мы с вами смотрим, к чему у нас с вами подходит. Видите, если мы с вами еще раз двинем его чуть-чуть, определимся, видите, он
идет между. Здесь, видите, натуральные цвета, поэтому не очень хорошо смотрится. Тяжеловато определить. Давайте возьмем золото, посмотрим. Положили к золоту. И сейчас мы с вами будем смотреть на золото. Какой же у нас с вами УГТ здесь? И вот опять же смотрим. Все равно у нас, видите, цвет ближе идет к шестерке. Хотя он светлей, чем те наши предыдущие две кисточки. Здесь вот у нас, видите, где-то 6, чуть-чуть к семерке, чуть-чуть совсем. Так, в принципе, шестерка. Так, теперь если с медью давайте сравним. Может быть, к медному он ближе будет. Смотрим нашу кисточку. Ну, здесь наша медь темней. Поэтому мы делаем вывод, что все-таки посветлее, чем шестерка. Вот эти вот полутона, которые, да, мы с вами сейчас проговариваем, соответственно, вы должны брать оксид также. Переходим. 3 кисточки проверили. Дальше идем. О, светлее еще. Да, и еще на полтона. Значит, соответственно, у нас, если это шестерка, это получается 6 с копейками, там 6,2, например, да, то давайте посмотрим, что же у нас все-таки вот это. Начинаем мы с вами, как всегда, подносить наши кисточки и искать наш цвет. И вот смотрите, это мы с вами золото взяли. Вот золотой у нас с вами, видите, оттенок. И видно, что у нас с вами семерка подходит ближе. Видите, восьмерка слишком светлый, шестерка слишком темный. Давайте попробуем натуральный взять. Опять же подносим нашу с вами кисточку, хвостик наш, и начинаем сравнивать с натуральными оттенками. И видите, все-таки у нас, вот он, видите, практически сливается. Видите, семерка, то есть шестерка темновато, восьмерка светловато, семерка прям отличненько подходит. Определились, это у нас уровень с вами восьмерки. Но, как видите, восьмерка бывает разная. Смотрите, вот я вам показываю. Вот здесь вот у нас на восьмерке, видите, сделаны прядки. Видите? И вот эта восьмерка, она уже не чистая восьмерка. Она уже будет, когда высушится в сухом виде, прядки наши будут светлые перемешиваться, и эффект более светлый будет создаваться. Поэтому вот не путайте, что иногда у нас бывает еще вот такое окрашивание. Но где-то общий тон, где-то будет здесь 8,5. Видите? Он все равно перекликается ближе с восьмеркой, но какие-то более светлые прядки дают нам расцветление. И дальше идем. Видите? Здесь вот у нас тоже с вами идет восьмерка чистая. Мы можем даже с вами опять сравнить ее. Ой, простите, восьмерка, семерка. Совсем уже заговорилась. И там в предыдущей тоже семерка. Так, и вот мы здесь с вами смотрим уже наш фон. Осветление, да, и определяем, да. Вот, смотрите, шестерка темноватая. Берем семерку. Видите, прям практически один в один. Значит, у нас это семерка. С восьмеркой, видите, никак еще пока светлый. Так, здесь я вам хотела дальше показывать. Смотрите, дальше идут опять уже полутона. Видите, здесь у нас семерка, но это еще не восьмерка. Обратите внимание, видите, на тона дальше. Они еще посветлее. Бывают волосы и между, то есть невозможно четко определить тон. Вот, пожалуйста, тон между восьмеркой и семеркой. Да, вот она восьмерка, вот она 7,5, а вот это семерка. Видите, разница совсем чуть-чуть, поэтому вот эту разницу мало кто видит. Вот, и поэтому вот этот тон, если мы с вами приложим, давайте сначала с натуральной прядкой сделаем. И посмотрим, получается ли у нас с вами. Видите, он еще пока до восьмерки не дотянул. Видите, восьмерка более светлая, а семерка уже темная. То есть я вам о чем и говорю. 7,5, видите, идет. В общем, определились, что здесь у нас половинный тон с вами. И теперь, как вы видите, у нас уже идет дальше чистая восьмерка. Вот она. Просто разные оттенки. Вот это вот больше золотая, вот это больше натуральная. Вот, например, допустим, возьмем мы нашу натуральную и сейчас перейдем сюда. Опять же раскладываем наши прядки с вами и
Смотрим, видите, семерка вообще никак, а восьмерка идеально. Значит, вот это и есть наша УГТ 8. А если мы возьмем наш более золотистый хвостик, то нам надо будет взять, если, смотрите, мы так вот приложим, то разница у нас покажется, да, кажется, что не тот цвет мы взяли. Поэтому нам надо взять более золотистый хвостик. Например, берем и прикладываем уже к нашему более золотистому хвостику. Вот, смотрите, видите, наш более золотистый хвостик прям один в один восьмерка. Только я никуда прикладываю, извините. Вот он, смотрите, видите? Вот, один в один восьмерка. Вот он, видите, прям слился. Отлично. Семерка это темный, а восьмерка прекрасно показывает, что у нас восьмерка УГТ. Так, дальше поехали с вами. Все, вот эти два хвостика разобрались. И я вам хотела показать, что фон осветления вот у них вот такой вот золотисто-медный. Чтобы вы просто знали, что как только вы осветляете, либо не осветляете, а начинаете красить волосы, то сразу же вылезает вот такой вот золотисто-медный оттенок. Вот сегодня мы с вами решали колористические задачи и именно вот боролись вот с этим оттенком. Этот оттенок присутствует всегда на уровне восьмерки. Так, дальше. Идем с вами дальше. Вот это тоже натуральный у нас хвостик. Вот он. Видите, у нас с вами здесь идет уже что? Идет цвет между. Посмотрите внимательно на цвет. Это натуральный, просто чуть-чуть выгорели где-то. Видите, волосы у нас. Цвет получается в итоге между восьмеркой и девяткой. Вот она, девятка, следующая идет хвостик. Вот между восьмеркой и девяткой. Это где-то будет у нас с вами 8,5. И опять же, да, это полутон. Вот обратите внимание, что все-таки он посветлее, чем наша восьмерка. Вот смотрите. То есть всегда нужно четко понимать, что бывают еще полутона. Дальше у нас с вами подносим и смотрим, что следующий у нас уровень совсем светленький. А это я вам показываю фон осветления вот нашей девятки, когда мы начинаем красить. Вот с таким вот фоном осветления мы с вами работаем. И то еще у меня получился, видите, натуральный достаточно. Бывает еще интенсивно желтые. Давайте проверим, девятка ли это у нас. Берем сначала натуральную нашу часть краски, красители наши, да, и начинаем сравнивать. И вот смотрите, с восьмеркой у нас с вами получается слишком светлая. Хвостик светлый, имеется в виду, восьмерка темная. И получается, что к десятке. Давайте-ка на всякий случай к десяткой сравним. Вдруг у нас все-таки десятка. И смотрим, что нет, все-таки у нас девятка. Вот. Если вы хотите, вы на всякий случай можете посмотреть с нашим золотым вот уровнем. Вот здесь, так как золото немного присутствует, цвет такой больше бежевый, такой пшеничка, все-таки больше надо с натуральным сравнивать. Потому что, видите, здесь девятка все-таки интенсивная достаточно, да? Видите? Вот, а восьмерка, видите, он яркий, он темный. Вот поэтому здесь у нас девятка. Но десятка еще светлее. Где она? Вот она. Сейчас я вам покажу. Видите, с десяткой никак не получается. Видите, десятка слишком светлая. Так что останавливаемся на том, что у нас уровень УГТ на этом хвостике это все-таки девятка. Я вам показываю еще раз осветление. Прядки, которые осветлились, это уровень девятки. И вот как раз их хорошо с вами сравнивать нам именно здесь. Вот смотрите, видите, вообще один в один хвостики вот осветлились. Это вот фон осветления девятки. Ну и дальше пошла у нас с вами уже пустой волос, как мы говорили. Это уже десятка пошла. Но в данном случае это седой волос. И эта седина, она вообще не имеет пигмента. Она совершенно вот пустая. И с таким волосом тоже очень сложно работать. Потому что это воздух. И воздух, как вы понимаете, закрасить очень сложно. Вот. А такой вот цвет у нас с вами, видите, получается больше соли, да, чем перца. Такой разбавленный.
цвет седой. С ним работать, конечно, полегче, потому что там уже есть еще, вернее, наполненные пигментом волосы, но в то же время это натуральные волосы, которые имеют пигмент, они будут уходить в ненужный для вас оттенок, то есть придется бороться. Поэтому, на мой взгляд, лучше работать вот с таким, чем с таким цветом. Ну вот сегодня я вас научила, как нам определять натуральную базу. И надеюсь, вы теперь не ошибетесь и будете пользоваться вот этим вот приемом. Всем пока, всем хорошего дня, ночи, вечера, утра. До встречи. Смотрите меня и подписывайтесь.